Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. В одном из предыдущих видео я готовила глазурь для куличей и показывала, как можно их украсить. В качестве украшений я использовала разноцветное безе, расписные имбирные пряники и съедобные сахарные кружева. В комментариях многие из вас просили снять отдельные видео и показать, как я готовлю все эти украшения. Начнем с самого простого. Приготовим разноцветное безе на швейцарской меренге. Такое нежное хрустящее лакомство идеально подходит не только для украшения куличей. Безе само по себе является прекрасным десертом, а также служит декором для оформления тортов, пирожных и капкейков. Существует всего 3 вида меренги. Французская, рецепт которой уже есть у меня на канале. Кому интересно, посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Швейцарская, которую мы будем сегодня готовить. И итальянская, так называемый белково-заварной крем, который как нельзя лучше подходит для украшения любых кондитерских изделий. Итальянской меренги у меня на канале еще нет, но если вам интересно, напишите об этом в комментариях. Итак, давайте готовить. Для этого десерта нам понадобится всего 2 продукта – яичные белки и сахар, а также по желанию любой ароматизатор. У меня ром. После приготовления куличей на желтках у меня остались белки. Часть из них я использовала, а остальные заморозила. После размораживания при комнатной температуре они не теряют своих свойств и используются так же, как и свежие. Сегодня готовим безе из замороженных белков. Нам понадобится водяная баня. Ставим кастрюлю на плиту, включаем нагрев на полную мощность, а сверху устанавливаем любую термостойкую посуду, кроме алюминиевой. Я сразу возьму дежу от миксера, в которой затем будем взбивать. При этом чаша должна касаться воды. Выливаем белки от 3 яиц общим весом 105 граммов, а сахара добавляем в 2 раза больше, соответственно 210 граммов. И, как я уже говорила, по желанию добавляем ароматизатор, буквально несколько капель. Постоянно помешивая, прогреваем смесь до температуры 60-65 градусов. Специально измерять температуру не нужно. Достаточно добиться полного растворения сахара. Его крупинки не должны быть ощутимы между пальцами. Чашу с хорошо прогретыми белками устанавливаем в миксер и взбиваем сначала на средних оборотах, постепенно увеличивая скорость миксера до максимальной. Хочу обратить особое внимание, чтобы меренга прекрасно взбилась, надо соблюдать некоторые условия. При разделении яиц на белки и желтки ни капля желтка не должна попасть в белок, а также чаша и венчик для взбивания должны быть абсолютно сухими и чистыми, без капли воды и жира. Взбивать прогретые с сахаром белки нужно до полного остывания. Время взбивания зависит от объема массы, ее температуры и скорости миксера. В среднем это занимает до 10 минут. Если вы планируете приготовить безе какого-то одного цвета, то буквально за минуту до конца взбивания добавьте краситель во взбитые белки. Хорошо взбитая масса должна быть крепкой, глянцевой, очень густой и плотной. Она идеально держит форму. Свежеприготовленной массой можно украсить верх куличей, а также использовать ее в качестве крема для коржей и украшения тортов и капкейков. Я буду готовить трехцветное безе, поэтому разделю массу на 3 примерно равные части. Хотя готовую белковую массу можно и вовсе не окрашивать, а оставить ее чисто белой. Одну часть окрасим в розовый цвет, вторую в сиреневый, смешав розовый и голубой, а третью в желтый. Сочетание цветов, а также их насыщенность полностью на ваше усмотрение. Каждую часть окрашенной меренги перекладываем в одноразовый кондитерский мешок, желательно небольшого размера. Удобнее для этого использовать высокий стакан. Затем отрезаем кончики. Выпускаем воздух из пакета.
и завязываем его. Берем еще один кондитерский мешок, но большего размера. Сразу вставляем насадку. И помещаем внутрь все 3 пакета с разноцветной меренгой. Отсаживаем готовую разноцветную массу на противень, застеленный бумагой для выпечки, силиконовым или тефлоновым ковриком. Обычный пергамент не используйте. Формы и размер готовых изделий могут быть абсолютно любыми. Далее из этой массы можно приготовить безе или меренгу. Для приготовления меренги оставляем массу подсыхать на кухонном столе. Снаружи она покроется корочкой, а внутри останется мягкой, из-за чего швейцарскую меренгу иногда называют мокрым безе. Пока масса сырая, ее можно декорировать различными кондитерскими присыпками, съедобными бусинками, присыпать какао-порошком, сублимированными ягодами или кокосовой стружкой. Но мы готовим обычное безе, поэтому отправляем противни в духовку и подсушиваем при температуре 80 градусов в течение 1,5–2 часов. При этом дверца духовки слегка приоткрыта. Естественно, чем безе крупнее, тем дольше его надо сушить. Полностью готовое безе легко отстает от коврика. В результате у нас получаются вот такие гладкие, плотные маленькие безешки, нежные и хрустящие, буквально тающие во рту. Их можно сразу подать в качестве десерта, украсить ими сладкую выпечку или отправить на хранение в пакет или контейнер с плотной крышкой. Хранить готовое безе можно в течение 2 недель. Такой десерт не останется незамеченным, его любят и дети, и взрослые. Разноцветные безе прекрасно смотрятся на праздничном столе. Они порадуют ваших гостей не только своим внешним видом, нежной воздушной текстурой, но и великолепным вкусом. И если вы никогда не готовили такое угощение, рекомендую, ведь это совсем не сложно. Приготовьте и порадуйте своих родных и близких. Желаю всем приятного чаепития. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Не забывайте оценить видео, если оно вам понравилось, и поделиться им с друзьями. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажимайте на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите мои новые видео. У меня на канале есть и другие вкусные десерты, в том числе рецепт французской меренги. Обязательно посмотрите. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.